Всем привет! В этом видео я буду тестировать видеокарту Quadro 400 2011 года выпуска. Приобрел я видеокарту в сборке, которую я купил за 700 рублей на Авито. Сборка на 775 сокете, но сейчас не об этом. Я хочу разобраться, что она может в играх, в основном в тех, которые популярны в Steam Charts. Или мы уже поймем, что Quadro 400 уже просто звуковая карта с функцией видеовывода. И да, на этой видеокарте есть современные разъемы, а именно один DisplayPort и один DVI. Вкратце разберемся с тестовым стендом. Сборка будет на 1155 сокете с процессором Xeon E3-1270 V1 и 8 гигабайтами АЗУ. Тестируемая видеокарта имеет полгигабайта видеопамяти типа DDR3 с шиной 64 бит. Игры запускались на Windows 10, мониторинг проводился через MSI Afterburner. Итак, начнем. Первая игра Minecraft Dungeons запускалась в Full HD на минималках. Через текстовый файл настроек был выставлен 50% масштаб рендеринга. Средний FPS колебался около 30 кадров. Следующая игра Race Driver Grid запускалась в Full HD на минимальных настройках графики. Тени были выставлены на низкое качество. Средний FPS составляет 25-30 кадров. Следующая игра NFS 2010 года, не ремастеред версия. Запускалась в HD на минималках с адаптивной вертикальной синхронизацией, которую можно выставить в панели управления NVIDIA. В итоге мы видим стабильный фреймрейт и 30 кадров в секунду. Следующая игра Minecraft запускалась в Full HD на минималках с высокой дальностью прорисовки. Средний FPS составлял 30 кадров. World of Tanks запускалась на абсолютно минимальных настройках графики Full HD. Средний FPS составляет 45 кадров. Warface запускалась на минималках в HD разрешении, средний FPS составлял 35 кадров. World of Tanks Blitz. На минималках Full HD видеокарта смогла показать стабильные 60 кадров. CSGO запускалась на минималках в HD и выдавала в среднем 30 кадров в секунду. Black Squad запускалась на минималках Full HD и показывает стабильные 60 кадров. Unturned запускалась на минималках в HD. Средний FPS составляет 25 кадров. Smite запускалась на минималках Full HD. Средний FPS составляет 40 кадров. Kingdom New Lands Full HD показала стабильные 60 кадров.
Это были тесты видеокарты в играх в стоковом режиме. Сейчас попробуем Quadro 400 в разгоне. Тестировал я ее уже в других играх, но все же. По ядру она взяла 585 МГц вместо 450 и по памяти вместо 770 1013 МГц. Это максимальное значение, которое можно выставить в MSI Afterburner. Артефактов не наблюдалось. NFS 2012 года на минималках в NeDHD разрешении с адаптивной вертикальной синхронизацией выдает в среднем 30 кадров в секунду. Я хочу отметить эффективность разгона на примере игры 2021 года, а именно Biomutant. Она здесь даже запустилась, только не так все хорошо, как хотелось бы. Biomutant запускалась на минимальных настройках в минимальном разрешении с уменьшенным масштабом рендеринга. В катсцене общий рост составил 20%, но на следующей сцене даже с разгоном видеокарта не смогла выдать играбельные кадры. Поэтому думаю, что в CS, которая тестировалась без разгона, с разгоном работала бы лучше. Следующая игра Hearthstone запускалась на минималках Full HD, выдает стабильные 30 кадров в секунду. Последняя игра Dota 2 запускалась Full HD на минималках, в местах с кучей эффектов FPS проседал до 30. Какой можно сделать вывод? Как видеокарта для офисного ПК или для простых онлайн игр она сойдет. Всем спасибо за просмотр, увидимся в следующем видео.